Никто уже никуда не летит. Второй и только лишь за май вечного полета не братья. Россияне лишились очередного Су-25 на Авдеевском направлении. В крутое пике пошел и весь, впрочем, российский авиапром. Второй год кряду. В России второй год подряд отменили крупнейший авиасалон. Международный авиационно-космический салон, который должен был состояться летом в подмосковном Жуковском, вновь отменен. Крупнейший в стране смотр авиатехники проводился с 1993 года, а в середине 2000-х приобрел федеральный статус. Но теперь это не для России, не для Путина, не для страны, которая начатой войной заканцелила и все развитие, и все современные авианаработки, да и в целом отменила саму себя. В прошлом году МАКС не состоялся впервые за 3 десятилетия своей истории, а причиной стали международные санкции против российского авиапрома. Показывать на салоне оказалось нечего и некому. Иностранные компании массового желания участвовать не проявили, а отечественный авиапром не взлетел. Начатые проекты по импортозамещению до конца доведены не были. Спрос на российские военные самолеты обвалился. На состоявшейся в ноябре аэрокосмической выставке Dubai Air Show 2023, крупнейшей на Ближнем Востоке, госкорпорация Ростех не заключила ни одного контракта, хотя 6 лет назад аналогичный салон принес ей сделки на 10 миллиардов долларов. Аналогов нет, самолетов тоже. За прошлый год вместо нескольких планируемых десятков Россия выпустила только 2 своих хваленных сухих суперджетов 100. Гражданский авиапром буксует, хотя Кремль вынашивает грандиозные планы. К 2030 году половина самолетов в парке отечественных авиакомпаний должны быть отечественными, следует из указа о национальных целях развития, который 7 мая подписал самокоронованный на царя всея Руси Владимир Путин. Программа развития авиатранспортной отрасли требует увеличить выпуск гражданских лайнеров в 46 раз, но не выйдет и в 6. Главный вопрос. За более чем 2 десятка лет правления Путина неужто нельзя было за несметное количество нефтедолларов поднять российский авиапром? Этот вопрос задает Борис Тизенгаузен, политтехнолог, но его никогда не зададут себе россияне. Не покупали бы себе яхты, не строили дворцы, не запускали бы по нам ракеты стоимостью в миллионы долларов, ответ был бы иным. Но нам даже повезло, что Путин притащил кормушки себе подобных, и они безбожно воровали, нагло, много, по-крупному. Вот уж действительно в авиационно-космических масштабах. Какая страна, такая и авиация. Что великого создала Россия, никто больше не сможет ответить.